Гордон, ты знаешь, что такое настоящая философия? Это не ваши либеральные бредни, а игра Undertale. Тоби Фокс. Гений. Он, блядь, весь мир в одной игре показал. Сладкого яблока к чаю я вещаю. Я долго думала, в каком формате мне вообще сделать это видео, в плане повествования. И скажу сразу, этот видос не будет ни про Undertale глобально, а-ля «О, какой же Тоби Фокс гений, как много контента для порнухи он подарил». И этот ролик не будет говорить глобально о гиперфиксе, как явлении. Это лишь моя история любви длиной практически в 10 лет, так сказать, для своих. Ну, а теперь вернемся немного к истокам. На дворе был конец 2015 года, а может уже и середина 2016, я точно не помню. Тогда на протяжении нескольких лет я очень сильно увлекалась ФНАФом. Это был мой первый фандом, контент по которому заходил за обе щеки. Но в какой-то момент в мои рекомендации стали попадаться видео и картинки с персонажами, которых я знать не знала. Постепенно этого контента стало очень много, что привело меня к знакомству с игрой Undertale. В этом году Undertale исполняется 10 лет, и это, черт возьми, для меня как-то даже страшно. Ведь, в отличие от ФНАФа, я до сих пор что-то дорисую и интересуюсь по персонажам этой игры. Но об этом позже. К тому же, я, считай, присоединилась к фандому, когда игра только-только вышла. В те годы люди еще не говорили о том, как их достал Санс. Думаю, фандомщики тех лет понимают, насколько давно это было. Мне было морально тяжело в 2016-м. Дело в том, что я не особо часто вступаю в какие-то фандомы. Я не такой человек, у которого 1500 любимчиков, которых я называю своими детьми и ношу их распечатанные лица на значках, параллельно теребя вареник на Докимакуру с ебалом 2D-кунчика. Я женщина более высоких моральных взглядов, и поэтому реально персонажей, которых я люблю, можно пересчитать на пальцах. Так, почему морально тяжело мне было? Я начала осознавать, что FNAF мне перестает быть интересным, и для маленькой меня это было неким предательством бросать Робо Фурия на тоже каких-то фурий, но новее. В конечном итоге FNAF эра подошла к концу, и я окунулась с головой на тот момент новый фандом Undertale. Самолично в саму игру я поиграла только спустя несколько лет нахождения в фандоме, потому что мои родители внушили мне страх скачивания с интернета чего угодно, поэтому я всегда пользовалась дисками. Конечно, странное мнение, будто бы диски в местных магазинах все уж точно были не пиратскими. Короче, я знакомилась с этой игрой через прохождение других блогеров. Из-за этого моим первым любимчиком стал Флауи. Мне нравилось, что он персонаж-мразь, и у него пипец какая интересная предыстория. Однако любовь прошла, завяли помидоры, или в данном случае подсолнух, и у меня появился новый краш. Точнее, аж два. Это Папайрус и Undyne. Если вы мой древний подписчик, то должны быть в курсе, что я шиперила Папируса и Undyne довольно длительное время. Может и хорошо, что в то время мне хватило мозгов не выкладывать ничего по этому шипу на англо-аудиторию, а то срачи на тему ориентации Undyne, да и Папайруса, в принципе, скорее всего, не удалось избежать. Я упоминаю этих двоих вместе, потому что по отдельности называть их своими любимчиками мне было трудно. И лишь затем, спустя какое-то время, мой взгляд пал на него. Высокого, цисгендерного белого мужчину-блондина у власти Асгора. Если вы за мной следите больше одного дня, то уже должны быть в курсе, что я люблю Асгора. Настолько люблю, что тем забавнее вспоминать, что сначала меня Асгор бесил. Не своим поведением, характером или историей, нет. Дело в том, что когда мне на день рождения сестра подарила диск с Undertale, то первым делом я начала проходить геноцид, потому что я хотела убить Санса. Ну и Тори заодно, они мне никогда не нравились. Но дело в том, что я не знала, что первое, надо долбиться в стену, чтобы фармить монстров. Второе, что в любом случае первое прохождение будет нейтрал. То есть я проходила всю игру, и бессмертную Undyne тоже, но боя с Сансом не было, и на пути вставал Асгор, с которым я не хотела драться, да еще и пройти я его не могла. По итогу я даже не с ним сражалась, а тупо сбрасывала всю игру, и так примерно раз 5 я устраивала кровавую кашу в подземелье, каждый раз встречая морду этого быка, и ловила негодование, почему Санс не хочет со мной сражаться.
Ну, да ладно, почему мне тогда Асгор понравился? Первая причина, не буду таить, будучи ребенком, мое желание быть особенной было еще ярче, поэтому моя любовь обычно не достается популярным персонажам. Ни Флауи, ни Андиарус не были так популярны, как Санс и Ториэль. Вы скажете, что вообще-то Ториэль не такая популярная, как Санс, с чем я могу согласиться лишь частично. Санс популярный уже на уровне мема, чем просто персонажа. Но давайте не будем друг другу врать. Количество порнухи говорит многое о популярности персонажа, а Ториэль там явно не на последнем месте. Да и, в принципе, ее образ в те годы был максимально положительным. По крайней мере, лично я, находясь в ру-сообществе, не видела негативного отношения к Ториэль или Сансу. И поэтому я, такая особенная девочка-снежинка, ныла о том, что Санса слишком много, Ториэль тоже меня бесит, почему из всех персонажей все любят лишь Санса. И моим неким протестом против этого было стать фанатом Асгора. Не то, чтобы у Асгора совсем не было фанатов, но по мне, если вы в 2016 году подошли к рандомному фанату Андертейла и попросили назвать персов из этой игры, то Асгора они вспомнят явно не первым, и он, скорее всего, будет где-то в конце. В самой игре, по факту, Асгора не так уж и много. Его довольно часто упоминают, но сам ГГ проводит времени с ним даже меньше, чем с Ториэль в руинах. Поэтому, как мне кажется, к нему меньше всего были люди привязаны. Ну и субъективно, для такой популярной игры количество фанартов на Асгора было соизмеримо меньше, чем на Ториэль или Азриэля. Количество порнухи не обманывает. Ну, то есть, не буду таить, сначала я не то чтобы любила Асгора. Это было просто каким-то моим способом выебнуться перед другими детьми. Ты любишь Санса? Как жаль, что из всех персонажей Андертейла ты выбрал самого примитивного персонажа с нераскрытой предысторией. Не то, что я. История Асгора гораздо круче. И это вторая причина. У Асгора, как и у Флави, очень интересный бэкграунд. Я не хочу пересказывать сюжет Андертейла, потому что если вы включили этот ролик, то 99% уже и так знаете историю мира, про войну между людьми и монстрами, про барьер, про души. Я упомяну это чисто кусками, чтобы дать небольшой контекст моим словам. История у Асгора действительно грустная. Король, потерпевший поражение в войне, который искренне любит своих граждан, в один день теряет своих детей, родного сына смертельно ранит люди, и в результате тот погибает. И надежда целого народа вместе с ним тоже. Это заставляет действительно доброго и непосредственного персонажа идти на поводу своих эмоций и объявить войну людям. А если точнее, считать упавших людей в подземелье за врагов, собирать их души, и когда необходимое количество, а именно 7 душ будут собраны, Асгор их поглотит, чтобы разрушить барьер. Это решение не понравилось Тори, после чего та, овца тупорылая, ненавижу ее, бросает Асгора и уходит в руины, чтобы защитить упавших людей от короля. И вот он, одинокий король, который на самом деле не хочет причинять кому-то вред, держит свое обещание во имя народа и действительно убивает людей, упавших в подземелье. Конечно, ради драмы, естественно, все упавшие люди — это человеческие дети, что как бы делает действия Асгора еще более аморальными. И, несмотря на то, что Асгор не ограничен пространством, как та же Ториэль в руинах, он все равно одинок. Конечно, он близок к монстрам, тоже Андайн он тренировал с детства, да и все персонажи, помимо Ториэль, отзываются об Асгоре достаточно положительно, называя его добрым, простым, пушистым, но сильным монстром. На самом деле, спустя время я поняла, что Асгор довольно депрессивный персонаж, который старается жить дальше, но прошлое его все равно не отпускает. В нейтральной концовке после битвы с Асгором будет выбор пощадить его или убить. При первом варианте он рисует картину, что Ториэль вернется к нему, и Фриск может стать его приемным ребенком. Но он довольно быстро понимает, что это неправильно. И если вы выберете второе, то вы доведете меня до слез, а также заметите, что Асгор улыбнется. Когда его убивают, мысль о том, что он покидает этот мир, что он даст Фриск путь домой, пожертвовать своей жизнью, заставляет его улыбнуться. Конечно, я не упомянула, но вообще в нейтральной концовке, и даже если Флави не придет, Асгор понимает, что его мечта о новой семье, она неправильная, он совершает суицид, чтобы отдать душу
Фриск, и чтобы Фриск освободился и пошел на свободу. Это, блядь, я не понимаю, как Асгор вообще до Фриск дожил. На его месте любой уже давно бы вскрылся, как конвертик, но он все равно старался быть сильным и не стал озлобленным на свой народ, даря им какую-то надежду на будущее. В этом плане, я думаю, у него матч с Альфис, только вторая еще более неуверенная в себе. Асгору также свойственно винить себя во всей этой ситуации в подземелье, что в принципе правда. Для истории игры этот персонаж действительно важен, без его действий сюжета тупо не было бы. В общем, Асгор довольно глубокий и для многих противоречивый. Лично я долго не сувалась в ангел комьюнити, в ру-сообществе каких-то обсуждений по Асгору я не видела в принципе, поэтому была удивлена, когда узнала, что оказывается к Асгору есть довольно негативные отношения, и я могу понять людей. Асгор действительно совершил много ошибок. Он был неправ во многих вещах. Но ё-моё, я, конечно, понимаю, что Асгор это мужик с рогами и вилами, но он же не сатана. Типа, ну вы посмотрите на него. Как можно считать его воплощением зла? Асгор действительно довольно пассивный, и не потому, что он би, а поскольку ответственность на него давит, но, блять, знаете, будь я на его месте, то уже бы вскрыла вены ложкой, ну серьезно. В этом плане я вспоминаю Розу Кварц, которую тоже хуесосили как не знаю кого, и в спорах о ее решениях я всегда сливаюсь, потому что выиграть в этой войне нельзя. Роза Кварц я понимаю во всех ее решениях, как и Асгора. Это не значит, что я отрицаю их плохие решения, они сами признают их, просто этих персонажей можно понять и не демонизировать при этом. Я чувствую в этом плане со Асгором родство. Ох уж эта душевная связь за неоправданные ожидания, тяжесть ответственности, идеализации прошлого. Я не осуждаю вас, если вам не нравится Асгор из Андертейла. Если вы считаете, что он плохо поступил, это ваше право. Тем не менее, лично я прониклась этим персонажем и искренне ему сопереживаю и люблю. Свою любовь к персонажу можно выражать по-разному, и вот как это было у меня. Вернемся к тому моменту, когда я шиперила Андайрус. Одним из способов выразить любовь к персонажу у меня являлось сделать ему ребенка. Я просто люблю семейные аушки. Мне нравится женить персонажей, делать им детей с самого детства. Что делать детей с самого детства, как-то странно звучит. И я не вижу в этом ничего зазорного. Собственно, поскольку мне нравился шип Андайрус, у них появились дети. Марселин и Андерс. Да, я знаю, пипец оригинальные имена. Собственно, на волне деторождения я придумала Твайлу. Несмотря на то, что мне не нравилась Тори, к самому шипу Асгориэль я испытывала теплые чувства. Поэтому киндера я им дала достаточно быстро. Я уточню один момент. Твайлу я рисовала очень долго. С ней у меня больше всего рисунков всех лет. Хотя самого Асгора я рисовала не то чтобы много, но почему я говорю, что именно через Твайлу я выражала свою любовь к Асгору? Дело в том, что у Твайлы, как у типичного персонажа, придуманного ребенком, биография была пиздец юшной. Чтобы вы понимали, она по факту не была ребенком Ториэль. Ее сделал ученый с помощью ДНК Асгора и тыквы. Блять, не хочу знать, что там Асгор делал с тыквой. Для того, чтобы воскресить монстров. И примерно до 10 лет Твайла воспитывалась этим ученым, после чего бежала на гору, где ее усыновили Дриморы. Между Асгором и Твайлой была связь гораздо больше, чем между Твайлой и Ториэль. Даже визуально я дала именно блондинистые волосы. Даже если большая часть ФД считает, что дети босс-монстров лысые, пока не вырастут, и прочая инфа, основанная на малом количестве инфы уже о босс-монстрах, мне было пофиг. Хочу сделать Асгору дочу, я ее сделаю. К тому же Асгор это все-таки родительская фигура в Андере, поэтому я думаю, он был бы рад для кого-то быть желанным родителем. Контента по Твайле было реально много. Благодаря нему ко мне пришли первые подписчики, и я познакомилась с FanLosers. Кстати, вместе с FanLosers на этом канале мы читали один из комиксов про Твайлу, можете заценить после этого видео. Контент по этим детям делался активно до 2018, но параллельно с этим, примерно в 2017, у меня появился еще один способ выразить свою любовь к Асгору в творчестве. Знаете ли вы, что такое self-cest? Это когда версии одного и того же персонажа шиперят между собой. Собственно, в андер-комьюнити немало популярности имел сансест, то есть шиперство разных версий Санса между собой. Сейчас это воспринимается чем-то обычным, если не начать задумываться. В те годы мне казалось это пиздец смешным, а поскольку я, к тому же, снежинка,
что на чистой иронии я начала шиперить Асгоров. Так сказать, наш ответ этим вашим тупым фанатам Санса. Моими жертвами стали классик Асгор и его Underfell-версия. И, как это обычно со мной бывает, что было сделано по шутке и иронии, впоследствии начало мне неиронично нравиться. Ну, конечно, сейчас я крайне осуждаю такое, у нас в России такого нет. Сажайте меня, пожалуйста. Мне сложно это как-то комментировать, это были просто его рисунки со Асгором. Наверное, наибольшая шиза началась, когда я придумала им детей. Это вообще комедия. Я до сих пор помню их имена. Фалор, Лора и позже еще появился Рафаэль. Ах, я даже помню, как участвовала в Аске от лица этих детей, и при этом мне было стыдно, что я шиперю Асгоров, поэтому тактично все вопросы про это отклонялись. Еще забавная фигня, этому шипу мой бывший одноклассник придумал название Горос, и, собственно, так я и стала называть этот шип. И в один день, листая ленту ВК, я нашла группу, где люди писали фанфики по Андертейлу, и у них было обсуждение, а-ля предложить идею по какому-то шипу написать фанфик, и я предложила Горос, и на удивление один из этих челов реально за это взялся, ему понравилась эта идея, и он реально стал писать об этом фиг. Я просто пищала от счастья, потому что одна делала контент по этой хуйне, поэтому когда кто-то еще за это взялся, мне было нереально приятно. И в итоге этот фанфик, насколько я помню, либо не был закончен, либо концовка мне не зашла, и в итоге я сделала похожий фанфик, только с более пикантными недоподробностями, потому что мне было стыдно писать порнуху. Кстати, один из этих фиков также читал фанлузер со мной на одном из стримов. Может, я сюда что-нибудь ставлю. Сансы куда-то ушли. И, конечно, два короля остались наедине. Читай. Чё? Это фэл? Я не поняла. Ага. Блин, надо как-то постатнее, чтобы было. Я полагаю, что должен пригласить вас ко мне, пока эти... Сука, не сбивай меня, пока эти два уебка развлекаются. Да. Тейл аккуратно поднес к своему рту чашечку кофе, Тейл. подул на нее и сделал глоток. Чашечка была большой. По стандартам короля ему пришлось опрокидывать эту чашку как можно сильнее, чтобы он Чашечка. смог хоть как-то выпить, хоть что-то выпить. Чашечка означает маленькая чашка. Чашечка была большой. Было слышно, как он потихоньку пьет. На его нижней губе немного... На его нижней губе немного потекло это самое кофе. Самое кофе. Но он этого не замечал, а вот злой правитель наоборот. В его голове заиграли новые мысли, что вызвали небольшой румянец. Но, к счастью, для его воображения Тейл перестал пить кофе и, заметив, что на его губе есть кофе, блять, правда что ли? А я думала, говно. А быстро его вытел салфеткой, лежащей на столе. С речью злой правитель пытался отвлечься от своих гейских мыслей и... Но на руке есть тяжесть. Это и была рука оригинала. Настоящему королю только хотелось поддержать Фэла Асгора, и он и не думал о каких-то гейских штучках, в то время как злобный правитель чуть с ума не сошел от смущения. Но в один вечер Асгор снова пришел к нему. «Прости за опоздание, я пришел бы раньше, но Папирус так хотел, чтобы я послушал результаты его уроков пианино». Асгор вошел в дом своей злой версии. Я понимаю. Сейчас я попкорнку в рот засуну. Крикнул Асгор, что ты делаешь? Хватит! Злой король крикнул это в лицо своей версии, немного покраснев. Что? Хватит? Мучит меня! В смысле? Мы встречаемся у меня дома уже 3 недели. Неужели ты не испытываешь ко мне никаких чувств? Такие же. Такие же, как ты. Чего? Фэл, ты... Если это шутка, то она не очень смешная. Фэл посмотрел на короля, и по его взгляду уже было понятно. Он не шутит. В оригинале что-то влетело. Он сам и не понял, что это было, но он отключился. Очнулся Асгор в темноте. Его руки были связаны, а рот был связан тряпкой. Из-за того, что его руки были связаны и прикреплены, похоже,
кровати. По холоду метели он понял, что доспехов на нем не было. Были только штаны. Приветик. Сказал Фэл. Злой правитель вошел в комнату и включил свет. Оригинал начал паниковать. Он пытался выжечь веревку, но она была прочнее, чем он думал. Эй, успокойся. Фэл сел на его ноги, чтобы тот точно не смог его ударить. Я понимаю, если после этого ты захочешь общаться... Чего? Подожди. Если после этого ты не захочешь общаться или видеть меня, но эти 3 недели были для меня мучительными, как 3 года, я не в силах сдерживаться. Нет, стой! Мы не будем читать! Нет! Мог сосредоточиться. Затем злой правитель спустил с себя штаны. Фэл поднял ноги Асгора на плечи и вставил Лен ему в пул. Лен ему в пул. Оба ахнули. Фэл начал бать Асгора резко и быстро. Асгор чуть не плакал, но ему нравилось. Он сам не понимал. Фэл немного стонал, но ему нравилось. Это ненормально. Вот что приводит к тому, что вы детям проводите интернет. Было бесполезно. Вскоре тряпка не выдержала острые зубы короля, и он ее прогрыз. Первое, что он сказал: «Асгор, прекрати!» Я бы заматерилась, если бы была в такой ситуации. Первое, что бы я сказала. «Меня ебут в жопу!» Прости, но нет. Говорил Фейл, слыша стоны Асгора, которые его возбуждали. «Стоп, хватит!» Почти в слезах говорил король, но злой правитель быстро вылезал его слезы со щек. Через 2 минуты королю наконец удалось расслабить веревку на руках. Он это делал быстро. Асгор заметил это и прокричал: «Нет! Я не буду заставлять тебя тут орать сидеть, потому что это вообще Я могу в заорать. скобочках». Давай еще раз. А Феласгор, заметив это, прокричал: «Нет!» И как только оригинал наконец смог развязать веревку, то мощное тело Асгора уже было на нем. На удивление обоих они замолчали. Стало тихо. Небольшой пот лил с Фейла, а Асгор просто смотрел на него с лицом удивления, с румянцем, но поменьше, чем было до этого. Они оба тяжело дышали, особенно Фейл. Мгновенно между ними проскочила искра, похожая на нее. Они смотрели друг на друга половину минуты, а потом все ближе их губы начали соединяться в поцелуй. Это было странно, страшно, непонятно, но так затягивающе, как в пустоту, простату, пустоту. Они продолжали делать это, но уже с согласия обоих. Им это нравилось. Они хотели еще, но их разлучили неотложные дела, как королевских персон. Не знали, как попрощаться, поэтому Асгор просто сказал: «Пока, Асгор». Наверняка их жизнь сильно изменится после этого. А знаете, в чем прикол? Продолжение фанфика, у него другое название — «Любовь до слез». Что это? Я надеюсь, тут не про беременность. О, нет, я не готова это читать. Но это все, так скажем, что было более-менее выделялось на фоне обычного фанатизма по какому-то персу. Ну, типа, очевидно, что кроме этого я сидела во всяких группах по Undertale, лайкала любой контент со Асгором, сохраняя картинки понравившиеся, смотрела какие-то видосы на ютубе, смакуя каждый кадр, где упоминался Асгор. В свое время долбаные гуси мной пипец как уважались, потому что они единственные делали какую-то хуйню про отношения между Асгором и Ториэль, и в моей голове навсегда останутся их гоблинки про пошлую жирную Тамару, про алкаша и ту странную анимацию про пельмени. А что ты делаешь? Что? Пельмени говорю. Еще один важный момент. Я толком не вылезала из рук комьюнити. Весь какой-то контент я поглощала через ВК и YouTube, и все, что я видела, было либо переведено, либо редактировано так или иначе промежуточным человеком. Поэтому определенную какую-то часть обсуждения Асгора я могла пропустить. Но в основном в плане контента по Асгору было не густо. И где-то к 2019 году мой интерес к самой оригинальной игре Андера начал угасать. Мне уже не нравились все эти детишки и шипы, которые я придумала. Я помню, что самым грустным был момент, когда я ушла из Аска по Undertale, где отвечала за Твайлу. При этом за время моего прибытия там я несколько раз ее переписывала. Вообще удивительно, что админы меня не выгоняли, учитывая, что ответы я делала достаточно посредственные, и после того, как я ушла, я просто бросила идею что-то делать с Твайлой.
Просто решила оставить это как есть и двигаться дальше. И контента по Андеру стало меньше. Я пересмотрела свои интересы к этой игре, например, обратив внимание на ту же Чару. И вот, однажды, заходя в группу ВК по Дримерам, я натыкаюсь на стрим по какой-то игре Дельтарун. Сначала я подумала, что это просто очередная фанатская игра, но как же я офигела, когда поняла, что это сделал Тоби Фокс. Честно, когда вышел Дельтарун, я была очень разочарована. Истории персонажей были просто стерты, а сами персонажи, которых я любила, были помещены на третий план. Типа, нахуя они вообще там нужны? Поймите правильно, я прекрасно понимаю, что это персонажи Тоби Фокса. Он волен делать с ними, чего захочет. К тому же Дельтарун это как бы альтернативное ответвление, и вообще, ну, по Андеру куча аушек, чем Тоби Фокс хуже. Но вы тоже поймите, что у Тоби есть определенные отличия. Он автор, который творит канон, и его действия влияют на персонажей. Это немного не то же самое, когда какая-то девочка рисует, как два Асгора целуются. То, что сделали с Асгором в Дельте, мне просто разбило сердце. Блять, его сделали таким жалким бомжом, которого даже в этой АУ кинула жена. К тому же, его сделали таким некомфортным в плане того, что он суется к Ториэль. Вы понимаете, что Дельтарун меня до греха довел. Я стала сопереживать Ториэль, блядь, персонажу, которого я не люблю. Конечно, я понимаю, что игра еще не закончена, но первые 2 главы выставили Асгора посмешищем без шиша. То есть персонажа, которого я люблю, и так особо не замечали, а теперь из-за Дельтаруна на нем вот этот отпечаток, это просто меня убило. Конечно, недавно вышли 3 и 4 главы Дельтаруна, и честно, я не особо слежу за этой игрой глобально, но многие считают, что 5 глава будет связана с Асгором из-за контекста концовки 4 главы, и из-за этого сейчас по Асгору просто куча контента. Учитывая, что я еще завела Твиттер, тут показывать не буду, ибо он для ангел-аудитории, практически каждый день кто-то дропает арт по Асгору, и похуй, что Дельта, зато красиво. И еще больше, что меня удивило, вот сейчас будет спойлер к 4 главе. В конце Санса пьяная Тори танцует у нее дома, когда Крис и Сьюзи возвращаются с приключения, и многим это не понравился, и начался хейт в сторону Тори или Санса. Многие люди реально стали крыть хуями этих двоих, и на их фоне стали говорить, что Асгор хороший, и типа, блядь, я будто попала в другую реальность, о которой воображала в 2017 году. И честно, наблюдая весь этот хейт в сторону Сансы и Тори, на душе немного тепло. Мой внутренний хейтер Сори наконец немного счастлив, но в то же время я, если честно, даже не знаю, что мне надо чувствовать, потому что я всегда любила Асгора, и всем было пофиг, ну, по понятным причинам. Люди как будто узнали о каком-то тайном в клубе, в котором я состояла, и теперь я не чувствую себя особенной, что ли. К тому же Асгор стал мемом. Кто-то запостил в Твиттере гифку, где Асгор сбивает на грузовике ДС, и теперь это мемные теории фандома, из-за чего всяких мемов про Асгора с грузовиком просто дохуя. Что, несмотря на содержание, конечно, хорошо, ну, это дает популярность Асгору. Дельтарун стал давать внимание Асгору, а фанаты это подхватили, и мне даже на душе стало чуть спокойнее за будущие главы, потому что первые 2 лично у меня вызвали ощущение, что Асгор это такой местный козел отпущения, комик-релиф, жалкое уебище, которое пинает жизнь, а я делаю вид, что не плачу. Хотя лично для меня андертейловский Асгор гораздо роднее. В этом плане, ближе к 2020 году, общаясь с подружками, мы начали рофлить над тем, что вот, прикиньте, было бы смешно, если Сан сказал, что ебал Тори, а Асгор в ответ, что ебал мать. И мы с этого угорали, но по итогу это вылилось в то, что я придумала Аврору. Этот персонаж был давно у меня в голове, но наконец стал обретать какую-то оболочку. Аврора — это мама Папайруса и Сансы, если кто не понял, и я начала шиперить ее со Асгором, и вспоминая предыдущие шипы, этих двоих я считаю наиболее адекватными, они оба старички-дурачки. И рассуждать о взаимоотношении между Скелли семьей и Дримуром в этих рамках было очень интересно. Во время подобных обсуждений родился Аозор, буквально родился, он же ребенок. Как раз таки сын и корзина этих двоих, который тоже на фоне предыдущих детей выглядел наиболее адекватно.
Пиздец, Асгор, быкосеменитель. Я расскажу вам еще одну историю про выражение гиперфикса вдобавок, которое я совершенно случайно забыла вставить в первоначальном сценарии. Короче, в году 21 я создала отдельный TikTok-аккаунт, созданный для мемов со Сгором. Я туда пилила контент по Undertale, чтобы не захламлять мой основной аккаунт. Кстати, подпишитесь, я там периодически что-то выкладываю. Ну так вот, на данный момент данный аккаунт не забанили по моей тупости, потому что я поставила на аватарку Ахигао со Сгором, имея предупреждение за нарушение правил сообщества. Через время я создала новый аккаунт с такой же целью делать контент по Асгору, но я захотела прочувствовать англ-фандом, поэтому начала вести его на английском языке, придумав себе альтер-эго в виде Мура Бискита. Да, суть была в том, что это как бы я, но с лицом Асгора. И да, я просто притворялась американской глупой девочкой, рисующей его со сгорами, чтобы посмотреть на реакцию Англ ФД. Конечно, конспирация была проблематичной по ряду причин, но в итоге более-менее удачной. При моем плохом знании английского многие были не в курсе, что я русская, пока не перестала это скрывать. Мур отделился от меня, став отдельным персонажем, а ушный Асгор драг-квин, если давать ему какое-то описание. Еще в сути моей легенды о тупой американской девочке было, что у меня был парень, и у него тоже была своя сонная версия Асгора, которую я назвала Барон. В итоге от легенды я отказалась, а Барона как паренька Мура оставила. Конечно, это чисто мужская дружба. Мужская дружба, не подумайте. Вообще, я не сильно хочу разглагольствовать о Муре, не потому что он мне не нравится, а потому что это больше контент для ангело-аудитории. Не то чтобы я против, чтобы РУФД об этом знал, но просто, опять же, я не хочу делать вот прям какой-то серьезный контент по этим двум. Это один из них Асгор на шпильках. Вы серьезно? Ну какой серьезный контент? Моя любовь к Асгору до сих пор жива. Да и в целом активная аудитория в курсе, что я до сих пор покупаю всякий мерч с ним, делаю что-то с ним. Чтобы сделать мне подарок, люди рисуют что-то со Асгором и мной. Или, например, в феврале этого года я сломала руку, и чтобы меня поддержать, Кейт Пак сделала мне своими руками вот такого плюшевого Асгора. Спасибо тебе большое, если ты вдруг смотришь это видео. Моя любовь к Асгору для моих подписчиков и друзей — это отдельный мем, потому что когда они видят контент по нему, то вспоминают и отмечают меня. И в целом абсолютно все мои друзья в курсе, что мне нравится Асгор, хоть это и не первое, что я себе говорю в общении. В плане «у меня гиперфикс», но я не кричу о том, как же хочется подоить бычка, понимаете, да? И в этом плане, рассказывая все вот это вот вам, мне хочется услышать ответ на один мой вопрос. А странно ли это, что спустя, по сути, этап взросления я все еще испытываю теплые чувства к персонажу? Нет, я не влюблена в него, и не абсолютно весь контент по нему мне нравится. Да, я делала и делаю кринж с ним, и меня это не парит. Это просто факт. Но странно ли это, что привязанность длится так долго? После Асгора не было еще ни одного персонажа, который бы зацепил меня так же сильно. А как бы с выхода Андера прошло 10 лет, и, можно было бы зацепить какого-то крашика еще, хотя бы в реальности. Ну, я имею в виду живого актера, вы не подумайте. Это вот опять же без сценария сейчас говорю. Я имею в виду, что я не вижу ничего плохого, если люди фанатеют по какому-то супер популярному персонажу, то есть даже по тому же Сансу, давайте возьмем что-то другое, даже по Сонику, потому что, хотя бы по Сонику контент до сих пор выходит, и по Сонику, я не знаю, куча мерча, вот по Асгору нет мерча, нет, серьезно, вот, кстати, Тоби Фокс, если ты смотришь это видео, у меня к тебе вопрос. Я знаю, что ты не делаешь мерч по определенным персонажам, по причине, что это не то, что ты хочешь через них показать. Мол, продаются только определенные персонажи и все дела. Но вот, честно, я не понимаю, как Асгор в этой логике связан. То есть, если... я понимаю, почему, допустим, Чара и Азриэль, их нет на мерче, но Асгор, ё-моё, он иногда очень редко появляется на общем плане персонажей,
То есть ты как бы не отрицаешь, что он может появиться на мерче, но при этом чего-то отдельного у него нет. У него нет ни плюшевой игрушки, ни какой-нибудь статуэтки, ни стенда 2D. Да ё-моё, Тоби, прошло 10 лет. 10 лет. Ладно, я в России живу. Тут типа, ну, доставка, наверное, не работает с фангейма, если не ошибаюсь. И вообще для меня доставка будет пипец дорогой. Окей, ладно. Но вот американцы... Ну вот, ты... А где живет Тоби Фокс? В Америке? Я не знаю. Ну вот, ну ты своих, ну, соотечественников порадуй, ну ё-моё, я думаю, все будут рады плюшевому Асгору. Ну серьезно, есть истории, есть долбанный Розе с кучей костюмчиков, жду костюм горничной. И вот серьезно, ну что мне поместить в банку? Ну, ай. А еще я только сейчас заметила, что я не довела свою мысль, переключившись на обсуждение мерча, что я имела в виду, что по тому же Сонику постоянно выходит какой-то контент, и условно гиперфикс можно подкреплять каким-то новым медиа от авторов, каноничного причем, и причем разного. То есть по Сонику есть и фильмы, и мультфильмы, и какие-то там игры выходят новые. То есть условно фанатам Соника есть чем себя занять, в то время как я сижу и доедаю хуй солью, вот реально. Но по Асгору нет ничего такого. То есть вышел там Undertale 10 лет назад, и все. И все, больше ничего нет. Да, есть, конечно, Дельтарун, но опять же, думаю, вы поняли, что дельтаруновский Асгор для меня это совсем другой персонаж, которого я не так уж и люблю. В целом, это все, что я хотела рассказать. Вообще, это довольно странное видео, типа, вы просто послушали, что мне нравится какой-то персонаж, и теперь я прошу вас ставить лайк, писать комментарий. Но еще вы можете мне донатик кинуть, подписаться на мои соцсети, а также делиться в комментариях историями про свои гиперфиксы. А на этом я видос заканчиваю. Спасибо всем, что послушали. Что я сделала? Ладно, всем пока. I'm a